7 часов утра. Даже не 7 еще, без 27. Сегодня долгий, длинный день. Поеду в сторону Осаки, но не напрямую, а через Нагою и там через маленькую деревушку под названием Мимагоми. Там будет такой легенький трекинг на 3 часа. Вот. И к вечеру я буду в Осаке. Вот. Такие дела. Желайте хорошего мне дня. Ха-ха-ха. На станциях такие маленькие сидюльки. Типа раз, пару минут подождать, пока поезд не приехал. Моя электричечка. Ветра тут, конечно, дуют сильные. Вот видно по деревьям, что как они шевелятся. Все-таки то, что прибрежный город, на море все холодно прям. 7 часов утра. Народ едет на работу, понедельник. Вот, но не сказать, что много народу. 7 часов, в принципе, 7:20. Еще, я думаю, не час пик. Но так, в принципе, народу вообще мало. Метрополитене. Ну, сейчас ехал. В вагоне было так, ну, полный вагон, но не битком. Что интересно, эскалаторы есть между станциями, и народ идет, поднимается пешком, не стоит на эскалаторе. Хотя правило говорит, что надо стоять. Ну, то есть как у нас все. Что интересно, здесь спокойно люди своих детей отпускают в школу вот, без проблем. Одних. Сейчас покажу. Девочка одна едет. Вот еще одна. И такие регулярные здесь попадаются. То есть вот уровень доверия к системе у людей, что своих детей отпускают. Так, сейчас приехал покупать билет на поезд. И так, вот кассы. Я не пошел в автомат, потому что что-то там не мог свою станцию найти. Пошел в кассу. Вот. Мне кто-то говорил, что нужно налички достаточно иметь. Налички достаточно иметь для того, чтобы передвигаться на поездах. Но ничего, вот при мне паренек платит картой. Так что вон у них там картридеры есть. Так что, если что, есть соответствующая карта, то все нормально будет. Вот что они принимают. Так, ага. Едем в Шиджори, а оттуда в Нагиса. Вот станция. Так, ну нашел я свою платформу. Есть пара минут, чтобы в магазин зайти. Народу здесь, конечно, много, как на любом вокзале. Но что мне нравится, здесь все везде дублируется на английском. И везде есть указатели, то есть вообще без проблем можно разобраться, где что. Девчонки. Зайду в Кинокуню, наверное. Так, вот мой поезд, похож на Сапсан.
Чтобы купить билет, не нужен даже паспорт. Ты просто покупаешь билет как на автобус, и все. Покурить, покурить, покурить. 南小谷行きです。1号車から3号車は途中の松本止まりです。途中立川、八王子、甲府が赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でもこの先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のランプが点灯するとまもなくご予約いただいた区間 Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, even though the seat is Все, currently короче, vacant, регулируется на it may английском have been языке в reserved поездах, for a в later part of метро. the journey by Так another passenger. что тяжело If so, the потеряться. seat Ну и lamp will Google turn нормально yellow работает. before Google arriving at the карты, station Google where that поиск. passenger will board. Нормально. And we ask you to please give up your seat. Так, это пригород Токио. Так вот, малоэтажная застройка в основном. Все очень аккуратненько, все прибрано, чистенько. Will be Hachioji. Thank you. Так, это вот Киса Маунтинс, горы Киф. Мы будем их объезжать еще с другой стороны. Там еще лежит снег. Вот сегодня 18 марта. Вдалеке виднеются горнолыжные спуски. Так, станция Чино. Это мы уже в районе Нагано, где Олимпиада проходила. Подъезжаем к Шиоджира. Шиоджири. Херак так. Можно по-быстренькому посмотреться. Полированный металл. Прикольно.
Мы в Шиоджире. Это 2,5 часа от Токио. Вот мой поезд отъезжает. На улице свежо, конечно, хоть и солнечно, но прям чувствуется, что мы уже довольно-таки высоко. Такая гористая местность. Вот, надеюсь, я не замерзну. Вообще пенсионеры здесь активные ребята. Вот бабушки куда-то поехали. Кстати, я разобрался с мусорками. Я несколько сообщений назад говорил, что мусорок мало. В общем, вот, для бутылок... Ага. Моя туда не помещается. В общем, здесь логика такая, что за мусор отвечают продавцы, поэтому покупайте, если воду какую-то, бутылки. Всегда вот есть такие дырки в автоматах и при магазинах. Вот здесь вот я сейчас выкину. Не знаю что. Какой-нибудь Bustables. Ладно. В общем, вот нашел. Мне еще от шоколадки. Вот, но... в общем, при магазинах урны, а на улице вы не найдете. Нравится мне реклама японская. Вот у нас вы, не знаю, не увидите вот так. Или вот здесь как девчонка кайфует вообще. Типа, блин, вообще 5 лет ждала. Пока жду, вышел посмотреть, что тут есть, пару минут. Снег лежит вон еще. Прохладно довольно-таки на улице-то. Тут тишина, тут никого нет. Чувак пылесосит вот эти вот щелочки. Такой вот маленький будет составчик. Kuramoto. The doors of the back car will not open at Kuramoto. Please get off the train from the door behind the driver. To open the door, push... Вот такая тут Швейцария. Вот я в Нагиса, сейчас 12:30 дня. Сейчас надо найти эту тропу и двигаться туда. На улице уже потеплее, где-то 6 градусов. Вот не знаю, может быть на автобусе чуть подъехать, потому что боюсь, что потом могу не успеть на автобус, там довольно-таки редко они ходят. Вот, сейчас узнаю. Сел все-таки в автобус, чтобы тык-впритык не двигаться. Ну, чуть-чуть поменьше пройдусь.
как бы зато будет мне время для отдыха, там поесть и все такое, но непредвиденные остановки, потому что автобус 4, а потом очень долго ждать, и если я не успею на него по какой-то причине, то не очень будет прикольно, поэтому думаю, ладно, сокращу немножко путь. Конечно, не очень этого хотелось сделать. Ну ладно, в общем, на шаге, если вы ходите, то автобусная остановка сразу по левую руку. Здесь стоят автобусы, расписание, вся информация на английском языке везде есть, так что без проблем разберетесь. Если что, водителю в Google картах покажете вашу остановку, он вам скажет, какой автобус. Вот. Все очень user-friendly. А платить, я так понимаю, вот я вижу касса у водителя, поэтому и касса была закрыта, поэтому платить, скорее всего, водителю буду. Вот, если в 12:30 приезжаете в Насоки, то автобус идет в 12:40, то есть сразу же ждать даже ничего не нужно. Я вот сразу приехал и поехал. Да? Клево, да? Расписание автобусов. Это Цумага. Нагиса Цумага Магоме Накацугава. Это, значит, карта. Короче, я в Цумаге. Тут ехать 5 минут. Стоит 300 йен. Так, идти мне до точки примерно 2 с лишним часа. Ну, в общем, фигня. Может быть, как-то я вопрос, маршрут. Ну, посмотрим, ладно. Все, до связи. Google показывает, в общем, желтенькая точка — это я. Мы приехали вот оттуда. Google мне показывает идти вот этой дорогой. Вот, но здесь как бы есть тропиночка, и можно вот туда зайти. Будет там клево все посмотреть. Вот там туалет есть, если что, кто-то хочет. Я так понимаю, здесь какая-то историческая часть. И потом мне надо, вот, скорее всего, будет на ту тропиночку. Короче, пойдем туда. Вот там что-то вот такое будет. Начинается. Тут все такое типа историческое. Туристы присутствуют, местные туристы, кстати, тоже ходят. Такой traditional туалет. Сейчас пойдем посмотрим. Так, для дяденьков. Вообще цивильняк. И никакой тебе оплаты, все бесплатно. Ну, типа, можно здесь на выходе монетку оставить, если не жалко. Ну, вот такие traditional, тут такие домишки. Вот, ну, туристы двигаются, так что будет понятно, я думаю, куда идти. Так, ну, тут вот так, такой традик, в общем, японский традик.
Да, прекрасная погодка сегодня такая. Сувенирные лавочки. Все тут. Короче, вот кто в Малых Карелах в Архангельской области был, вот, что-то схожее ощущение, но только здесь как бы, я не знаю, правда, они живут, не живут в этих местах. Вот можно такие джинсы купить с волнами, пиджак. Вот, да. Ну, Малые Карелы, короче, такое. Агитация тут, местные выборы. Все, видите, тоже все как у нас. Женщин, 4 женщины, 1 мужик всего на голубом фоне. Женщина такая: нет, нет, нет коррупции. Не пей из колодца, козленочком станешь. Вот тут нельзя пить, значок. Но, блин, такая вода на вид чистенькая. Я бы попил, я бы попробовал. Но, блин, ладно. Кстати, токийскую воду из-под крана попил. Ну, написано в интернете, что пить можно. Они там тщательно бдят. Вот. Но по вкусу она так себе была. Пивал и лучше. Вот. Ну, в принципе, вполне съедобная. Но так, короче, не знаю. Полбутылки выпил. Знак такой, типа, слегка Пикассо стайл люди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, посмотрите, а. Тут горные речушки, тут у них дамбы есть. Да, ну хорошо, что я на автобусе проехал, потому что вот так вот все снимать, где-то останавливаться за 2 часа я не успею. Вот так здесь, прикольно. Такое, типа, привет, Швейцария какая-нибудь, или Германия, или Чехия. Только вот такие домики. Нам на Магомеджуку 7 километров. Вот тропиночка начинается. Ну, пошли. Да, скорее всего, я неправильно сказал. Магомеджуку. Вот, у них вот так вот все. Ну, не по-нашенски все, не по-нашенски. Вот тут кладбище немножко. Тут людишки, скелетики. Плоть. В общем, оттуда я пришел. Сейчас едем дальше. Ветрюган, конечно. Лодка солнечная, но холодно-ветреная. Вот как будто бы это май и ледоход вот у нас. Вот такое. Ну, как видите, места вполне такие кавказские. То есть предместья Кавказа. Такие речушки горные. Горы такие пока невысокие. Ну, тут и там дальше есть высокие, но здесь конкретно нет. Речка. Тропинка. Людей много ходит. Схоженная тропинка. Да, вот такая Швейцария. В общем, короче, народ идет мне навстречу в основном, потому что, ну, все маршруты в интернете вы найдете то, что из Магоми в Цумаги пешочком идти, а оттуда уже на автобусе.
Вот. Из Токио едете на автобусе, на поезде, на Bullet Train. Вот. Такая вот еще деревушечка. Малые Карелы тут очередные. Если вы по классике едете с Токио в Нагою, там на Bullet Train, там садитесь на автобус, электричку, что хотите, и уже идете здесь классическим маршрутом. Вот. Так, а я дальше еду в Осаку, и потом Киото и Хиросиму. И возвращаться я буду с Хиросимы на Bullet Train прямо в Токио. Соответственно, я не хотел 2 раза одним и тем же маршрутом ехать. Вот. И он немного такой крюк делает. А я поехал, он Bullet Train едет со стороны этого моря. Вот. И гора Фудзи, получается, у него сверху. А я поехал сверху этой горы. Вот. По времени примерно то же самое. Вот. Вот. Там Bullet Train нет, там просто обычные поезда, как вы видели уже. И я иду в другую сторону и заканчиваю уже в Магоме свой маршрут. А оттуда я поеду на автобусе уже в Нагою. Вот, сделаю так, не знаю. Зато с 2 сторон на гору посмотрел и маршрут интереснее сделал. И что немаловажно, кстати, если едете на Bullet Train по классике, то дорога от Токио до Магоми у вас выйдет, 13-15, где-то так, йен. Вот. У меня вот этим маршрутом, который сверху, из-за того, что там обычные поезда, но по времени то же самое получается, вышло 7700. То есть, в принципе... 8, окей, 300 я еще заплатил за автобус здесь. То есть 8 тысяч против 14 тут. Несущественно, в рублях несущественно. То есть, если 14 тысяч йен по настоящему курсу, это примерно 1008 рублей. Вот, а 8 тысяч это примерно 1005. 3000 рублей, если она фигня. Для кого фигня, для кого не фигня. Думаю, те, кто в Японию едут, я думаю, для них 3000 это ерунда. Вот. Я это сделал не ради экономии, просто это дополнительно получилось. Вот. А для того, чтобы маршрут был более интересным. Двигаемся дальше. Прошли очередной участок. Ой, я такой блогер вообще. Прям такой блогер. Батарейка, наверное, закончится, я не успею доснять. Потому что я не планировал ничего этого. И это все такое спонтанно. Вон матрасы люди сушат. Вот, так что не знаю, что из этого получится, но, я думаю, все равно, если кто-то смотрит какие-то основные каналы, где там уже все эти сюжеты разжеваны 1000 раз, все равно кому-то будет интересно, посмотреть. Еще немножко другой взгляд. Вот. Плюс я думаю, что сейчас не самый популярный маршрут Япония среди русских
Но я считаю зря, потому что сейчас пока что курс иены хороший, цены низкие, в принципе, все доступно очень. Мы пришли оттуда. Сейчас начинается очередной прикольный участочек в лесу. Такие камешки. Вот. Я пока что в основном иду вверх. Люди уже вниз спускаются. Видимо, еще во многом люди выбирают идти оттуда сюда, а не отсюда туда. Потому что здесь больше идти вверх. Тут все под горку они идут. Вот, но для молодых, сильных, горячих, как бы пара километров, да, подъема, это ж не крюк. Немножко информации запечатлели. Лесок такой. Не знаю, тут деревьев метров по 50, наверное, если не больше. Обожают вот любовь к знакам японцев, предупреждающим. Они любят предупреждать обо всяких неприятностях, опасностях. Вот этот знак предупреждал о том, что, ну, явно тебе, типа, осторожно, упадет камень на голову, вот. Типа, камень упадет, да? Ну, окей, я не в каске, да? Или вот на платформе электрички наклеены наклейки, типа, осторожно, какают птицы. Ну, вот как в зоопарке было. Такие вот знаки есть как бы полезные, а есть, ну, вообще, с которыми ты ничего не сделаешь. То есть, ну, вот упадет мне сейчас камень на голову. Как я себя, что я сделаю-то? Ну, вот, как, что? Он или попадет мне по голове, или нет. Так же, как птица, например, да, она вот или насрет, или попадет, или не попадет, да, вот что я с этим сделаю, вот с этой информацией? Типа, мне надо стоять, как-то уворачиваться от возможного падения говна, ну вот такое, как бы. Ой, какой красивый водопад, ну посмотрите, сейчас я засниму с другой стороны. Ну какая красота, ну, Япония. Вот, да, водичка течет. Посмотрим поближе. Ну тут как раз и тропиночка ведет, чтобы пройти мимо. Ну как, молодцы, продумали. Типа, ну а где знак, что типа перил нету, можно упасть? Знака нет такого, блин, не продумали как-то. Ну, ребята, ну вы посмотрите, а. Блин, прям водички бы я бы набрал из этого водопада, конечно. Тут кажется, на экране кажется маленький, а на самом деле нормальный. Вот еще один водопадик. 5 перил нету, ну блин. Оступишься. Так, опять в горочку, все только навстречу мне идут, со мной никто не идет, я один такой умный оказался. В тему как бы вот этих вот бесполезных знаков, ну и вообще вот такой бесполезной японской предупредительности. Значит, я сейчас утром поселялся с гестхауса. Вот, вчера вечером прихожу, у меня к двери приклеена бумажка и конвертик. Типа, чувак, офис работает до часу дня, заходи, заплати. Или же, если раньше уезжаешь 10, да, их офис работает с 10, то оставь деньги в конверте и положи в комнате. Комнату закрой. Вот. Я проверил букинг, да, действительно, у меня оплата наличными. Я что-то
как-то, ну, наличными, окей. Обычно приезжаешь, как бы сразу на стойке платишь, ну или как-то, в общем, вопрос тут решается. Здесь люди забили. Я 3 дня жил там, и как бы ни слуху, ни духу. И в последний день они мне прикрепляют эту бумажку, когда меня и дома-то нету. А я пришел в 9 вечера. Смотрю, у меня бумажка как бы прикреплена. Окей. Вот, получается, что букинг у меня подтвержден моей картой. То есть, если что не так, с карты у меня снимут деньги. Вот, то есть, я оставляю деньги в конверте, и если, например, там, ну, не знаю, что-то с конвертом случается, без разницы что, я плачу 2 раза. Вот, и они мне еще пишут на бумажке, типа, если не заплатишь, мы обратимся в букинг, и, блин, последствия не заставят себя ждать. Такие. Ну, я сразу в букинг написал на всякий случай, что, типа, дурачки-то как бы вот так делают. А почему налик-то? Потому что не хотят налоги платить. А за счет этого они низкую цену могут держать, а отель не в центре, ну, удобное расположение, но не в центре. Ехать от центра минут 40. Вот, могут низкую цену держать, за счет этого быть конкурентными. Вот такой моментик, да, то есть, с одной стороны, ты бесполезные знаки о том, что тебе сейчас булыжник на голову упадет, да, ставишь. С другой стороны, ты как бы атомную станцию строишь и не можешь обеспечить ее безопасность. У тебя там жопа происходит, катастрофа. Вот, японцы, такие вот ребята. Ну, на самом деле нет. Япония классная страна, тут все супер. Видно, что бабла дофига залито за эти десятилетия в них. Вот, так что да. Ну, в общем, тем временем мы все поднимаемся вверх. Навстречу мне только люди встречаются, за мной никто не идет. Для тех, кто хочет немножко, так сказать, усилить ощущения, да, то идите моим путем. Вот. Ну, кто помоложе там. А тот, кто постарше или хочет на расслабончик, ну что все, мне люди встречаются просто, они на расслабоне все идут. Много пожилых, так что для пожилых эта тропка тоже вполне подойдет. Ну как пожилых, если вам под 70 и вы еле ходите, хотя тут такие бабушки тоже были. Ну, азиатские бабушки, эти японские и китайские, они вообще активные, поэтому это особая категория. Так, тропинка сворачивает. Вот, ну и если хотите разнообразить маршрут, то есть как бы получается здесь стандартная тема, это приехать синкансеном в Нагою, сходить эту тропинку, обратно вернуться в Нагою и также синкансеном в Токио уехать. Вот. То есть если поинтереснее немножко хотите, то можно вот так сделать. Ну, или, например, как можно, если хотите просто только спускаться, то едете в Нагою, сюда приезжаете на место, спускаетесь и уже там едете обратно тем путем, который приехал я, то есть в обратную сторону. Вот, ну там нужно выяснять, как идут электрички, с каким расписанием, но в принципе что, реально, почему нет? Да.